Всем привет, дербики! И это вторая часть рубрики Дерби Влог. В первой части мы запаковывали и показывали, каких моделей мы берем с собой в путешествие, но так и не сказали, куда именно мы отправляемся. Итак, мы едем в Черногорию. В общем, мы всегда и везде путешествуем с родителями на машине, поэтому для начала вот вам нарезка фантастических пейзажей по пути. Enjoy! Come back down to earth. The sky's not falling yet. The thing you thought you were, a ghost of what was said. And I don't know why I can't get over myself, 'cause the more I try, I'm feeling like someone else. And maybe it's time to get out of my head, oh, and into the heart. I'm overthinking again. Just take me back to the start, where the walls of doubt disappear, and I like the face in the mirror. Get out of my head, oh, and into the heart. Get out of my head, oh, and into the heart. I'm overthinking again. Just take me back to the start, where the walls of doubt disappear, and I like the face in the mirror. Get out of my head, oh, and into the heart. Всем доброе утро! Мы приехали еще вчера вечером, а сейчас хотим распаковать фигурки. Нам очень повезло, потому что в нашем номере, как специально, был большой стеллаж, куда было удобно ставить такое количество лошадей. День первый, то есть адаптация, ничего не деланье и отдых после трехдневной дороги. В общем и целом, это был наш второй по счету приезд в эту страну. Впервые мы приехали в Черногорию в 2019-м. Тот раз был более как разведка, где и как лучше мы не знали, соответственно, и как результат попали не в очень комфортные условия как для тихого отдыха, так и для фотосъемки. В итоге фотки получились совершенно не такими, как ожидалось, и чтобы хоть как-то спасти ситуацию, пришлось наносить дофига фотошопа, что мы не особо-то и любим. А в этот раз мы знали, куда нам нужно и на что рассчитывать, поэтому мы поселились в поселке подальше от шумной Будвы. Следующим утром мы решили прогуляться в соседний городок Петровац по так называемой тропе здоровья. Broken like me, maybe that makes me a fool.
И по дороге назад я заметила привлекательную локацию для фотосессии. Правда, из-за крутого обрыва подобраться к более живописным местам, какие вы можете увидеть по сторонам, нам запретили в целях безопасности. И первый фотосет в Черногории прошел успешно. Вот, собственно, сам снимок. Таким простым и скучным он не останется. Да, Марина? Так как в последней части влогов с этой поездки мы продемонстрируем обработанные варианты всех удачных фото, которые появятся в Инстаграме, возможно, даже раньше. Но сейчас просто наслаждайтесь кадрами с того вечера. I don't wanna see you smile. I want you in the morning before you go performing. Tell me something I don't know and lead me to the place where После жаркого дня, охладившись в бассейне, мы не поленились еще прогуляться и заодно подыскать будущее местечко для фотосессии. И знаете что? У нас это получилось. Сейчас идем на фотосессию номер 2, только уже утреннюю. Локация довольно напряженная, поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Нам, как обычно, пришлось вставать пораньше утром, чтобы на пляже было как можно меньше людей. Но мы уже, в принципе, и так привыкли к тому, что они все равно будут, и к тому, что они будут по-любому нам мешать, а именно пялиться, некоторые даже хихикают, и влазить в кадр. Да-да, здесь вы можете увидеть, как тщательно мы запаковываем фигурки на фотосессию. И сегодня нашими жертвами оказались шаерский жеребец и фрисская кобыла. Вот почему жертвами. Пока кто-то фоткает, кто-то второй следит за модельками, чтобы вот какая-то вот такая волна их не снесла к чертям. Ну сейчас снесет. Фрисская под наклоном. Поймала. Да. Откуда? И чтобы получить всего лишь такие снимки, нам пришлось пройти через это. Надо спасать! Вроде все нормально. После каждой фотосессии с участием морской воды мы ополаскиваем фигурки под проточной водой, потому что узнать, что будет или не будет с краской, желания не особо-то и много. get to hear me now.
Вместо того, чтобы как нормальные люди наслаждаться закатом у бассейна, ну или у моря, мы, не опять основа, догадались уже, да? Коней, конечно, пошли топить. Что же нам еще здесь делать? Зря мы это, конечно. I should sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. И когда солнце опустилось до нужного нам уровня, мы пошли. Работайте. Вы что, ребят? Конечно, работать. Вечер, волны разбушевались. И пока Настя фоткала, мне нужно было присматривать за конем. В общем, сейчас увидите, как я справлялась. Тут? Так, вот так. Держу. Нет, стоять. Ух ты! Поймала. Это будет нелегко. Ну, в принципе, мы уже утром натренировались, поэтому поставила его поближе к краю. Фух. Живи, конь, пожалуйста. Стоять. Менять как? Не знаю, просто меня ее... Так? А теперь ко мне. Поближе? Нет, разверни на меня. Окей. Так? Еще разворачивай. Так. Так? Я не знаю, как мне разверни. Да. Держу. Так? Пробую отбивать волны от котика. Он уже 2 раза намок. А это очень серьезно. Угу. Серьезным это станет только тогда, когда что-нибудь уже и случится. Осторожно. Смотри, чуть помогла. Короче, солнце уже ушло, а годного снимка так и не получилось. Так, чтобы было и красиво солнце, и ракурс, и брызги о камень. Поэтому будем импровизировать в фотошопе. В принципе, как и в большинстве случаев. Сейчас снимать очень сложно, так как волны становятся очень большими. Настя только что намочила фотик. И, короче, очень напряженно